Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада видеть вас на канале Наталья Ривер. Главным событием недели моды в Париже безошибочно можно назвать презентацию коллекции дома Шанель «Весна-лето 2026». Смелая, дерзкая, изобретательная, часто прекрасная и местами неожиданно рискованная, она стала сегодня несомненным хитом марафона показов. Судя по оформлению локаций для модного шоу, легендарный бренд нынче ждет не просто новая эпоха, а абсолютно новая планета. И пусть место проведения оказалось привычным, однако увидеть в дворце Гран-Пале гигантские инсталляции космических объектов, подвешенных к стеклянному потолку, не ожидал никто. Воздух словно наполнился трепетом ожидания и напряжения, как первый вдох перед прыжком в неизвестность. Было ощущение, будто Париж открыл нам окно в другую вселенную, где на глянцевый черный подиум, похожий на застывшую лаву, высадился звездный десант, чтобы прогуляться по лунной дорожке. Что это? Трибьют невероятным грандиозным декорациям Лагерфельда или отсылка на будущие космические цены Шанель? Ответ на этот вопрос может дать только новый креативный директор бренда Матьё Блази, с подачи которого на наших глазах сегодня творится история моды. А чтобы нам с вами, друзья, полностью осознать масштаб данного события, давайте вспомним, что предыдущий дизайнер, великий маэстро Карл Лагерфельд, стоял у руля 35 лет, а потом еще 5 домом руководила его правая рука Виржини Виар. Итого 4 полных десятилетия. Довольно большой срок, за который все как-то успели забыть, что сама Шанель, основавшая дом в 1910-м, была революционеркой в плане смелых модных идей, в понятиях женской одежды, женской красоты и стиля жизни в целом. То, как мы все сейчас одеваемся, во многом заслуга Коко. Именно она больше 100 лет назад примерила на себя мужскую одежду, брюки-галифе и белую сорочку. Надела матроску вместо привычного дамского жакета, вышла на пляж в пижаме, одолжила у любимого шерстяной кардиган и твидовый пиджак, а трикотаж, до того пригодный лишь для спортивных вещей и мужского белья, превратила в достойный материал, без которого мы теперь даже не мыслим своей жизни. Но самое важное, Габриэль изобрела новый подход к одежде, где главное – комфорт, где юбка создана для того, чтобы в ней широко шагать, а рукав для того, чтобы в нем легко поднимать руку, где в украшениях запросто совмещаются бижутерия и драгоценности, а нитка жемчуга подойдет и к элегантному черному платью, и к грубому свитеру. Так вот, здесь я бы хотела отметить, что Матьё Блази удалось уловить тот самый настоящий дух Шанель, передать в модных образах характер ее героини – молодой, свободной, легкой на подъем. Той, что не семенит на каблуках, а широко шагает, засунув руки в карманы. Той, что на вечер надевает не кружевное бюстье, а шелковую футболку. Костюм она носит не для того, чтобы выглядеть по-деловому, а потому, что в нем ей комфортно. В новом гардеробе на весну мы видим словно лихо обрезанные мужские пиджаки, будто небрежно сползшие на бедра брюки и юбки, где последние чуть расклешены, либо с таким разрезом, который позволяет делать тот самый широкий шаг. Что важно, все эти высокие разрезы, крой на запах совсем не про то «давайте сделаем секси», а именно про удобство. Но оттого получается как раз женственно, привлекательно, с легким кокетством, как и завещала Шанель. По-прежнему в любимчиках твид. Его в коллекции много. И он совсем не нафталиновый. Он современный, не меньше внимания уделено трикотажным изделиям, нарядам из шелка, из прозрачной органзы. Дизайнер очень тщательно поработал с архивами бренда. При дальнейшем просмотре, друзья, вы наверняка не оставите без внимания, например, юбки фламенко с многоярусными оборками. Явный оммаж коллекции 1939 когда в моде был испанский стиль. Да и бахрома, которую некоторые сочли багажом Блази из Ботеги, на самом деле тоже из архива Шанель, где-то из 20-х прошлого столетия. Все эти детали, и бахрома, и оборки, а еще перья и длинные бусы делают вещи очень живыми. Они словно танцуют в такт каждому шагу моделей. Также нельзя не отметить, как изящный дизайнер обыграл силуэт. То подхватив подол и брошью цветком на бедрах, то выпустив наружу нижний контрастный слой ткани, создавая иллюзию пояса.
Отдельное, конечно, спасибо за маленькое черное платье, изобретение которого приписывают Коко. В линейке их несколько, и они, на удивление, не банальны, получив от Матье интересные обновления. Иногда это двойные наряды, как будто черное надето поверх белого, и один его край поднят высоко, а белый робко прорывается наружу. Есть с золотыми шнурами-колосьями, или даже просто черные, которые нынче вернули себе ту графику, за которую их полюбили 100 лет назад и любят наверняка по сей день. Что касается аксессуаров, то знаменитые камелии в коллекции тоже имеются. И много, но только абсолютно новые, похожие на детские поделки. Самые очаровательные те, что сплетены, вырезаны на юбках, жакетах и полупрозрачных платьях. Кроме камелий, дизайнер высадил повсюду мохнатые, похожие на астры или георгины цветы. Их можно заметить в ушах в виде серег, на шее в форме колье, на груди в виде акцентной броши. Наверняка они хороши будут в паре с мохнатыми сумками и шапками. К слову о сумках. Классика бренда получила апгрейд, культовые модели сегодня обрели настроение. А еще помятость, заломы. Блази словно прогнал сумки через центрифугу, чтобы сбить с них пафос, который сама Шанель так ненавидела. На показе также отличились яркая разноцветная меховая и модель, похожая на маленький глобус, покрытый созвездиями. Что сказать по итогу, друзья? Новый креативный директор сумел остроумно и очень деликатно стряхнуть пыль со всего этого исторического наследия. Однако он не стал переворачивать все с ног на голову. Да и задачи такой у дизайнера не было. Все-таки Шанель – огромный значимый бренд, которому потрясения сейчас совсем не нужны. А вот изменений хотелось уже давно. Теперь случилось. Наконец-то вещи модного дома стали выглядеть более реалистично и созвучно с современной эпохой. Не такими, что ли, взрослыми, какими мы знали их ранее. Я надеюсь, мои дорогие зрители, коллекция вам понравится, и вы не забудете оценить видео лайком, поделиться своим мнением в комментариях и подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Всем красоты, вдохновения, совершенства, только ярких и теплых позитивных эмоций и обязательно солнечного настроения!